Здравствуйте. Осень 1943 года. Что заставило Сталина отправиться на фронт? Что он мог увидеть, находясь в 100 километрах от фронта? А, Ну, вообще говоря, увидеть он мог прежде всего людей. То есть надо понимать, что ничего не заменяет живое человеческое общение. А именно поэтому, конечно, командующие направлялись в Москву, в Кремль на совещание. И это живое человеческое общение, оно давало гораздо больше, чем переговоры на телеграфной ленте, которые откладываются в архивах. Это благо для историков, но они обезличены. Здесь нельзя не вспомнить легендарную историю про то, как Жуков и Василевский переговаривались в кабинете Сталина в Кремле о другом решении. Из этого выросла операция «Уран». Операция, которая позволила окружить что армию Паулюса в Сталинграде. И то же самое верно и в обратном направлении, когда или военачальник, или даже верховный главнокомандующий направляется на фронт, он может пообщаться с более широким кругом тех людей, которые не всегда возможно вызвать в Кремль на то, чтобы увидеть их глаза и услышать какие-то полутона в ответах на вопросы, а те люди, которые занимают такое высокое положение, как которое занимал Сталин, они разбираются в людях. Они разбираются в том, кто когда врет, в том, кто когда бахвалится. И это на самом деле очень важная и жизненно необходимая. Это не была дежурно-парадная поездка, и главный вопрос – зачем и куда. Поскольку отправился Сталин в село Хорошево под Ржевом. Но к тому моменту Ржев был давно освобожден. Освобождение Ржева – это март 1943 года. А Сталин отправился на фронт 5 августа 1943 года, и отправился он на Калининский фронт. С одной стороны, Калининский фронт он был ближайшим к Москве. И поэтому, например, на Калининском фронте испытывали разнообразную новую технику. Например, присланные американцами «Мустанги», истребители П-51, испытывали как раз на Калининском фронте, потому что он был самым близким к Москве, а в тот период, в августе 1943 года, Калининский и Западные фронты нацеливались на Смоленск. Это был город, о котором на самом деле думали и, не боюсь этого слова, мечтали. Мечтали, опять же, в хорошем смысле, то есть надеялись на его скорое результативное освобождение еще с зимы 1941-1942 годов. Поскольку планы строились по проведению наступательных операций еще с первой зимней кампании, нацеленные в конечном итоге на Смоленск. И вот теперь, наконец, Смоленск оказывался, ну, не на расстоянии вытянутой руки, конечно, это было бы преувеличение, но он оказывался уже куда более достижим, чем и зимой 41-42, и зимой 42-43 года. Потому что второй военной зимой тоже предпринимались попытки проведения операций, нацеленных в конечном итоге на Смоленск, но их пришлось остановить, свернуть из-за контрудара под Харьковом. Мы о нем рассказывали в одной из предыдущих передач. И вот это сворачивание операции Центрального фронта Рокоссовского и образование Северного фаса Курской дуги, оно остановило продвижение, нацеленное в конечном итоге на Смоленск. И новый подход, он должен был осуществляться в рамках одной из именных операций, которые были названы именами полководцев, русских полководцев. Предыдущая операция – это Румянцев и Кутузов. И то, что Смоленская операция получила наименование Суворов, это не было случайностью, разумеется. Это было
обозначение того, что это все является частью единого плана. И действительно, советская стратегия оборонительная на Курской дуге, она плотно была завязана на проведение наступательных операций, уже куда более широких, чем даже Курская дуга и Орловская дуга. И, естественно, нужно было по максимуму использовать те возможности, которые предоставляются тем, что вермахт истрепал свои силы в операции «Цитадель». На самом деле ситуация уже принципиально изменилась. И изменилась она с отходом немцев из Ржевского выступа. Понятно. Вынужденное решение с отступлением от Ржева и, соответственно, от железнодорожной магистрали, которая шла через Ржев в направлении на Великие Луки, она сразу принципиально улучшала положение Калининского фронта, того самого, на который поехал Иосиф Виссарионович в августе 1943 года, и облегчала именно в плане логистики. То есть теперь у Калининского фронта была магистраль, на которую можно было сесть и наступать. Аналогичное наступление было невозможно физически проводить, пока немцы держат Ржев, и, удерживая Ржев, они тем самым препятствовали ударам на Смоленском направлении. То есть для того, чтобы эффективно наступать глубоко в тыл группы армий «Центр», нужно было именно что открыть себе железнодорожные магистрали для того, чтобы накачать войска боеприпасами, для того, чтобы иметь возможность маневрировать. И, разумеется, всем этим просто воспользовались возможностью, которую дал отход немцев в Ржевского выступа, чтобы там не говорили о том, что немец ушел из-под Ржева непобежденным. Это очень любят такие завывания, как я это называю, в немецкоязычной литературе. Это все неправда по той простой причине, что принципиально менялась стратегическая ситуация в отношении возможностей бить на разных направлениях. То есть поле возможных решений, соответственно, владея инициативой, имея возможность выбрать, куда ударить, Красная армия имела преимущество и могла ударить там, где не ждут, и могла наступать уже на том направлении, которое раньше для немцев было спокойным именно с точки зрения слабой логистики. Это как раз-таки вот Калининский фронт, все пространство от Великих Луг до Белого. И когда проводили операцию «Марс» под Ржевом, была огромная как раз проблема логистическая, которую пытались решить ударами авиации. Но из-за плохой погоды это, на самом деле, вполне разумная идея, не сработала. А теперь от этого никто не зависел. И действительно, Ставка спланировала целую такую цепочку наступательных операций, а Сталин приехал посмотреть, все ли готово на том направлении, где до этого не получалось. То есть огромная проблема была в том, что операции до этого проводились, но они не получались. И нужно было сделать как-то так, чтобы наконец-то получилось. И вот это беспокойство вождя, оно относилось именно к этому. Он поехал на Смоленское направление под Ржев, где на самом деле он отправился на командный пункт Калининского фронта недалеко от Ржева. То, что он побывал в Ржеве, это как раз-таки следствие того, куда он направлялся. Он направлялся к Еременко, Андрею Ивановичу Еременко.
Но это тем более удивительно, что о месте встречи с Верховным Андрей Иванович написал в мемуарах, изданных глубоко в советское время. В том-то и дело. Это не было тайной, и это, что называется, как у нас такой британский публицист один говорил, это был долгий, утомительный поиск. Мартышки и очки. Но, опять же, возвращаясь к поездки Сталина, он прямым текстом, он приехал, и Еременко рассказывает, что он подошел к карте Смоленской операции и задал простой вопрос: докладывайте, как вы спланировали боевые действия. Ну и Еременко ему, опять же, с присутствия офицеров штаба, подробно рассказал, что было спланировано, что требуется для осуществления операции, что он попросил. Что просят обычно командующие? Они просят снаряды, они просят ресурсы, потому что снаряд на самом деле наиболее ценный ресурс. Хотя здесь нельзя не сказать, что потом, после войны, в закрытом академическом издании учебники как раз-таки Еременко покритиковали. Ему написали, ему поставили, ну не то что в упрек, но характеризуя подготовку именно Смоленской операции, говорилось о том, что было назначено все же многовато вспомогательных ударов, что если не наносить эти вспомогательные удары, то можно было обеспечить как раз ту самую плотность, которую просил Еременко у Сталина. И вообще говоря, был еще один человек, присутствовал, это представитель ставки Воронов, профессиональный артиллерист. И на самом деле вот этот разговор со Сталиным, он отражает, может быть, действительно неуверенность, что все спланировано хорошо. Сталин отправился лично, чтобы убедиться, что действительно удастся добиться какого-то результата, а не повторить операцию «Марс» или там летнее наступление под Ржевом. И опасения, они были не безосновательны. Если так, опять же, оценивать задним числом, имеется в виду в ретроспективе. Здесь подчеркну, я опираюсь на мнение не кого-нибудь, а я опираюсь на учебник, который был написан под грифом. Он был написан в военной ордена Ленина Краснознаменной академии имени Фрунзе в 1977 году. Написал его профессор генерал армии Алексей Радзиевский. Это не какие-то критиканы, а профессионалы высокого класса, которые действительно разбирались и задавали себе вопросы, что получалось, что не получалось. И на самом деле главная претензия, которая предъявлялась Еременко, это было то, что была главная группировка, на которую наносила удар, и было две вспомогательные группировки. И если обойтись без вспомогательных группировок, то можно было сосредоточить плотность артиллерии, те самые 200 орудий, которые Еременко просил у Сталина. Потому что Еременко сказал: я хочу, чтобы у меня было 200 орудий. На километр, что ли? Да, на километр фронта. Ну, это надо понимать, что эти орудия, они не стоят колесо к колесу, они стоят и на передовой, на прямой наводке какие-нибудь пушки противотанковые, и дальше в глубину до артиллерии большой мощности. Это мощность непредельная. Если мы будем говорить о том, как освобождали Киев, то там мы сделали 300 орудий на километр фронта. Это не блажь на самом деле. Это возможность быстрым ударом, то есть когда у нас один ствол и, соответственно, 100 снарядов, мы этим одним стволом будем 100 снарядов расстреливать долго. Тем временем противник, услышав нашу подготовку, начнет подтягивать резервы. Если у нас 10 стволов, мы те же самые 100 снарядов, по 10 стволов на орудие, мы расстреляем быстро, добьемся того же результата, и противник за это время, пока расстреливают в 10 раз быстрее стреляем, он отреагировать не успеет. Но при этом, на самом деле, Еременко
как любой командующий, я думаю, что любой командующий на всем фронте от Ленинграда до Азовского моря, если бы к нему приехал Сталин, он у него попросил авиацию, артиллерию, снаряды. Ну, может быть, танки. Танки были более актуальны на юге, где местность более подходящая. А там, где наступали Калининские и Западные фронты, Калининский, соответственно, Еременко, а Западный Соколовский. Соколовский себя покажет, не, так скажем, не очень хорошо и будет по итогам комиссии ГКО снят весной 44-го, но именно тогда, в период Смоленской операции, к нему больших претензий не было, к нему были на самом деле у Академии Фрунзе и товарища Радзиевского совсем другие претензии, и они были симметричны тому, что, в чем упрекался Еременко. Я это называю такое долгое эхо Брусиловского прорыва. В Первую мировую войну русская армия придумала неплохую идею, на самом деле. Нанести удары на широком фронте, рассеять резервы противника и на одном из направлений добиться результата. И такое решение, оно тиражировалось в Великую Отечественную, но очень сдержанно оценивалось потом в целом. Вот в случае со Смоленском, если Калининский фронт, у него был один главный удар и два вспомогательных, то на Западном фронте был один главный, аж три вспомогательных. И, конечно, это размывало возможности и артиллерии, и авиации. И на самом деле, например, тот же Соколовский, если, опять же, внимательно его оценивать, и Еременко, и Соколовского, мы видим, что сосредоточение артиллерии вот на направлениях ударов, оно не было таким решительным, которое имело место в операциях 44-45 годов. Западный фронт Соколовского чуть меньше половины своих орудий поставил на участке прорыва, а Калининский фронт поставил вообще всего треть орудий на участке прорыва. Реально, если говорить о предельных случаях, года там 44-го, ставилось до 70% орудий на участке прорыва. И, разумеется, когда получалась действительно плотность свыше 200 орудий, то оборона противника реально сметалась, и немцам понадобились уже какие-то другие приемы по выживаемости своей обороны под советским ударом. Ну, так скажем, исходя из того, что мы знаем, Сталин он интересовался группировкой противника, но не спрашивал о персонале. Но опять же, у нас есть свидетельство достаточно ограниченного числа лиц. Вполне возможно, он спрашивал о том, кто с той стороны, потому что с той стороны был Клюге, командующий группой армий «Центр», он еще не успел попасть в автомобильную аварию, соответственно, он руководил оборонительными операциями, и тот же самый человек командовал группой армий «Центр» в период Ржева. Но здесь все же вы совершенно правы, и то, что вы говорите, это тоже аргумент именно в том плане, что немцы могли огрызнуться своим ударом. Невзирая на цитадель, они, разумеется, могли провести частную операцию наступательного характера. Такие операции они, кстати говоря, в 1944 году планировали, частные операции для того, чтобы, что называется, обезоружить какую-то советскую группировку. Это соображение, оно объясняет, это тоже объясняет, почему и Еременко, и Соколовский, на самом деле, два очень разных человека, принимали схожие решения. То есть они старались концентрировать усилия, но оставлять возможность на случай, если противник возьмется сам ударить. И здесь большая проблема была еще и в том, что требовалось соблюсти очень жесткую оперативную маскировку в условиях, когда у немцев уже была развитая разведывательная сеть, потому что чем опасен статичный фронт? В том числе тем, что противник уже на насиженных
позициях, он в том числе и имеет разведывательную сеть, он видит изменения, он просто видит, как меняется картинка. И вот это изменение картинки, в том числе в объективах фотоаппаратов, самолетов, разведчиков, он очень опасный фактор. Это очень опасный фактор, поскольку противник может увидеть. И вообще говоря, сейчас, имея и захваченные документы, и ставшие трофеями союзника, мы видим, что немцы ждали операции Суворов, но, опять же, справедливости ради, надо сказать, что в бюллетене оценки обстановки было написано следующее, что наступление противника с ограниченной целью. И такая фраза «задержание сил группы армий «Центр». То есть задержание – это скорее сковывание, то есть не позволять группе армий «Центр» снимать какие-то свои дивизии и отправлять, например, на юг, где все трещало по швам. Да, то есть на самом деле немцы стали зеркалить наши ошибки начального периода, первого периода, если быть даже точно, то есть с 22 июня по 18 ноября 1942 года, и все же недооценивали масштаб тех наступательных операций, которые должны были быть предприняты. И еще один момент – это несколько поторопились с активизацией мероприятий по пристрелке орудий, минометов, и немец был настороже, хотя нельзя сказать, что операция была скрыта. То есть нельзя упрекнуть ни Еременко, ни Соколовского в том, что враг знал, что будет нанесен удар. То есть такой ситуации, безусловно, не было. Но, конечно, вот эти неоднозначные решения, не могу сказать, что они были прям ошибочными, неоднозначные решения, они, конечно, влияли. Еще один момент, который, вот это уже было чисто решение Соколовского. Штаб Западного фронта, опять же, вот это долгое эхо Брусиловского прорыва, он разработал маскировочную операцию с показом ложного сосредоточения войск армии на дальнем фланге. Но это было сделано малыми силами, и, как мы сейчас знаем, противник на это не купился. То есть это не так, как было, конечно, как в случае со сбросом деревянной бомбы на ложный аэродром. Но на самом деле немецкие аналитики, как мы опять же сейчас знаем, вот эти вот телодвижения на дальнем фланге восприняли именно как маскировочную акцию и сделали четкий вывод, что да, затевают на другом направлении. Они не угадали, где точно. Но, тем не менее, вот эта игра разведки, оперативной маскировки, она, конечно, была очень тонкой. И когда операция началась, нельзя сказать, что все сразу пошло хорошо. При этом еще надо один момент, который нельзя не подчеркнуть, опять же, в разрезе того, зачем приехал Сталин. Дело в том, что до того, как вообще затеяна была подготовка операции, то есть когда она была еще таким только карандашным наброском, из резерва Ставки были обещаны довольно крупные резервы. И Соколовскому обещали 4-ю танковую армию, 5-ю и 25-ю танковые корпуса. Было еще, опять же, обещано фронтам на западном направлении. 11-я армия была обещана, 5-й мехкорпус. В итоге начинается операция Кутузов против Орловской дуги, и эти резервы поглощает операция Кутузов. И на самом деле, вот если так вот рассуждать психологически, мы, конечно, не обладаем
документами и не можем точно судить всей мотивации Сталина. Одна из причин, почему он поехал на фронт, это то, что обещанных резервов не было. И он хотел задать прямой недвусмысленный вопрос, и он, собственно, его и задал. А вам хватит ли ресурсов, резервов для того, чтобы провести операцию? Но, тем не менее, даже без этих резервов операцию начали 7 августа 1943 года в 6:30 утра. К тому моменту, кстати, и наступательные действия Центрального фронта, и Брянского, и Западного на Орловской дуге уже были закончены. 5 августа был освобожден Орел, как раз в ходе операции Кутузов, и практически в стык к ней началась операция Суворов. Да, но здесь надо сказать, что завершение наступательных операций на направлении, где только что гремела цитадель, оно тоже высвобождало резервы. Ага. И вообще началась операция, не сказать, чтобы за здравие. То есть за 7 дней наступления главная ударная группировка Западного фронта продвинулась 12-16 километров. На вспомогательных направлениях вообще 3-5 километров. Если посмотреть на карте операции, это вообще, можно сказать, маленький тычок в оборону противника. И я думаю, что Сталин, которому каждый день Генштаб докладывал о том, что происходит на всем фронте, у него уже были, как говорится, флешбеки о Марсе ноября-декабря 1942 года. На одном из направлений 10-я армия генерала Попова в районе Кирова, это еще Сухинический выступ, который был образован еще в первую военную зиму, добивается результата. Куй железо пока горячо. Была бы у Соколовского танковая армия, он бы сразу ее двигает в эту пробитую брешь, и все сыпется. Но у него есть только один механизированный корпус. И, соответственно, сразу обвала не получается. Прям, что называется, удара, который заставил бы немцев, прям поставил бы их на грани окружения, этого нету. Здесь проявляется такая вещь, опять же, вот чем занимался товарищ Сталин, то есть из мемуаров Серова это может быть не очевидно, но в целом Ставка, как управленческая структура, советская Ставка, ее сильной стороной было накопление резервов. И на сцену выходит 2-й гвардейский танковый корпус Бурдейнова, который до этого участвовал в оборонительном сражении Воронежского фронта. 22 июля он был выведен в резерв Ставки в район Наро-Фоминска, то есть на московское направление, опять же с прицелом на Смоленск, на самом деле. То есть он был выведен все же не куда-нибудь в район Воронежа, а именно в район Наро-Фоминска. То есть тут резерв Ставки могут в любой момент погрузить на железнодорожные эшелоны, и он уедет вообще куда-нибудь к Азовскому морю. Понятно. То есть, как бы, это была такая практика еще в начале войны. Там командующие фронтами могли деликатно спросить, а там, я знаю, что в районе там Тулы стоит дивизия или там несколько дивизий, отдайте мне их. Им сразу говорили, что это не ваше, это Ставка. И в данном случае, естественно, Еременко не знал, Соколовский тоже не знал, но Ставка принимает решение, раз все застряло, потому что на самом деле Воронов абсолютно в таком депрессивном состоянии докладывает Сталину. Противник, безусловно, знал о готовящемся наступлении. При этом мы задним числом знаем, что немцы так очень общо знали, что готовится. Но решают усилить удар как раз 10-й армии, передают ей корпус Бурдейнова, и тут немцы начинают сыпаться. Удар на Ельню, город повторно освобожден, и на самом деле немцы начинают уходить с насиженных позиций, чтобы избежать катастрофы.
И на самом деле, вроде бы пока все было тяжело и плохо, но создается ситуация, когда оборона группы армий «Центр» уже явно не держит удар. И даже то, что они сдержали какими-то выпадами все предыдущие и вспомогательные главные удары двух фронтов, это явно все висит на живую нитку. Это не обладает перспективой, даже если появится еще одно какое-то соединение, еще один танковый корпус, и все вообще посыпется. Немцы вынуждены отходить. После этого отхода берется пауза советским командованием на подтягивание войск, тылов, на самом деле накопление боеприпасов. И опять же, объективности ради, вот сразу надо сказать, что хотя командующие жаловались на нехватку боеприпасов, ну, жалуются все, если так вот честно скажем, реально западные и Калининские фронты поглощали огромное количество боеприпасов. То есть они расходовали больше, чем Центральный Воронежский фронт, просто потому, что перед ними была очень прочная немецкая оборона. Но эта прочная немецкая оборона начала давать сбои, и противник вынужден откатываться дальше, и Смоленск уже освобождается фактически при минимальном, что называется, противодействии со стороны немцев. С одной стороны, конечно, немец уже был не тот. Понесенные потери делали немца слабее. Но, безусловно, Красная Армия изменилась, выросла. И нужно понимать, что проблема с порохами, которая была нашим, можно сказать, жерновом на шее весь 1942 год, она была решена. И имелось уже достаточно сил и средств и на то, чтобы провести контрнаступление под Курском, и на то, чтобы развивать наступление в других направлениях. То есть боеприпасов физически, если сравнить с 1942 годом, было больше. И действительно немцев начинаем гнать. И Смоленск, к которому шли на самом деле долго, он был освобожден только 25 сентября. Но вот этот вот долгий путь, он был все равно гораздо лучше и гораздо результативнее, чем позиционные бои 1942 года. Красная Армия захватила и стратегическую инициативу и уже обладала достаточной мощью для того, чтобы нанести противнику принципиальные, уже такие поражения, от которых немец не оправлялся. И то, что вермахт был растянут на очень широком фронте, и на этот фронт уже не хватало возможности после провала цитадели, это влияло в том числе и на ранее успешно оборонявшуюся группу армий «Центр». Группу армий «Центр» стали выдавливать к Орше и Витебску, вот там немцы зацепились заново. То есть там уже была и линия «Пантера», и более короткий фронт, который надо было оборонять. И вот там фронт стал уже надолго. Но вот бросок от тех позиций, которые были летом, до Смоленска и дальше до подступа к Орше, он все же был сделан, Смоленск был освобожден, и это, конечно, вещь была принципиальная. И, что называется, поездка Сталина была совсем не напрасной. Безусловно, те ресурсы, которые были накоплены для удара по Советскому Союзу, они уже были растрачены. Возобновить их было уже малореально, несмотря на то, что, конечно, Третьему рейху было далеко до гибели. Нужно было еще массу усилий приложить, и человеческих жизней будет потеряно в ходе последующих боев, но тем не менее был явно видимый перелом.
Вот, причем перелом практически везде. То есть это было и на юге, где немцы побежали к Днепру, и на самом деле на западном направлении, хотя на западном направлении, конечно, было все тяжелее. Конечно, техника была все та же. Конечно, Т-34 7,6 это был хороший танк для своего времени, и понятно, что если он не сталкивается с «Тигром», а если он ведет бой с противотанковыми орудиями противника или там со штурмовыми орудиями, то он в хорошем положении. Но Смоленск и вообще вот это центральное направление, оно было в большей степени артиллерийским. И опять же, вот, чтобы себе представить роль Смоленска и вообще вот этого направления, куда ездил Сталин. Он ездил в том числе смотреть, как будут израсходованы колоссальные народные средства. Потому что за август 1943 года один Западный фронт, всего был фронтов десяток, расстрелял треть всех 203-миллиметровых выстрелов, то есть орудий большой мощности, всеми фронтами от Карелии до Черного моря. И Западный фронт оставался рекордсменом в сентябре. В октябре там уже несколько другая история, но тем не менее огромные ресурсы были ставкой выделены. И опять же, вы говорите, немец или Красная армия, и то, и другое. Да, немец ослабел, но Красная армия расстреляла в августе, вот Западный фронт расстрелял 100 тысяч выстрелов 152 миллиметра, или четверть всего расхода выстрелов такого калибра всеми фронтами, опять же, от Ленинграда до Азовского моря. И это обеспечило, это совершенно непропорционально, но надо было все-таки этот вал оборонительный сломать. Это было поэтому и обеспечила вся эта принципиальная поездка Сталина на фронт.